Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. И предлагаю начать сегодняшний выпуск с США, где продолжает бушевать сильнейший за последние годы снежный шторм. Сильный снегопад, обрушившийся на Чикаго и его пригороды 29 ноября, стал самым снежным ноябрьским днем, когда-либо зарегистрированным в городе, и привел к транспортному параличу в одном из крупнейших транспортных узлов США. По данным Национальной метеорологической службы США, в международном аэропорту О'Хара выпало около 21 сантиметра снега, что превзошло предыдущий рекорд, установленный в 1951 году. В некоторых пригородах уровень снежного покрова достигает 28 сантиметров. Общая сумма осадков за ноябрь достигла 256 миллиметров, что делает ноябрь 2025 года одним из самых снежных за всю историю наблюдений. Сильная метель вызвала хаос на дорогах и в аэропортах. Аэропорты О'Хара и Мидуэй отменили в общей сложности более 1300 рейсов. В отдельные часы задержки вылетов достигали 5 часов. На скоростных трассах округа Чикаго за сутки произошло около 480 дорожно-транспортных происшествий. Власти и дорожные службы работают в усиленном режиме над расчисткой дорог и восстановлением нормального функционирования города. Шторм продолжает свирепствовать и на остальной территории США. Он обрушился на Средний Запад и Великие озера, принеся рекордные снегопады, сильные ветры и арктический холод. По данным Национальной метеорологической службы, шторм охватил территорию более 2000 километров от скалистых гор до Апалачей, вызвал сотни аварий, отмену тысяч рейсов и временные закрытия автомагистралей. Шторм сформировался 28 ноября как область низкого давления над Тихоокеанским северо-западе, быстро переместившись в скалистые горы. К субботе он превратился в полноценный циклон, напитанный влагой из Мексиканского залива и холодным арктическим воздухом из Канады. В Иллинойсе, Висконсине, Индиане и Айове шторм вызвал сотни аварий и создал трудности на дорогах почти для 82 миллионов человек, возвращавшихся домой. По словам метеорологов, это худший ноябрьский шторм за последние 5 лет. Ночь на 30 ноября в западной части Сиднея превратилась в апокалиптическое зрелище. На предприятии по сбору и переработке химических отходов вспыхнул сильный пожар. А после того, как на место прибыли пожарные, раздался мощный взрыв. Огромный резервуар с химикатами подлетел в воздух на десятки метров. Образовался огненный шар, видимый за километры. Взрывная волна разнесла бетонные блоки. Куски бетона размером с кулак падали с высоты на прибывших пожарных. 2 сотрудников экстренных служб получили травмы и были госпитализированы. Пожарные, проработавшие 40 лет, говорят, что никогда не видели такого масштабного взрыва. Взрыв повредил соседние здания, пробив дыры в стенах. В радиусе 500 метров была проведена эвакуация жителей. Также эвакуировали всех работников завода. Его работа остановлена. Сообщений о жертвах среди работников завода или жителей не поступало. Дым от горения химикатов распространился на западные пригороды. Власти рекомендовали жителям закрыть окна и двери. Более 200 пожарных работают на месте происшествия. Дронами ведется постоянный мониторинг уровня токсинов в воздухе. Пожарные подчеркивают, что, несмотря на локализацию огня, пожар может гореть еще несколько дней. Причины взрыва пока неизвестны, полиция и пожарные проводят расследование.
В промышленной зоне в окрестностях Мекки огромный валун внезапно скатился с горного склона и рухнул прямо на самосвал, работавший в карьере. Инцидент случился в районе Джибаль-аль-Нур, где ведутся активные работы по добыче строительных материалов для расширения дорог и объектов паломничества. Самосвал, загруженный щебнем, стоял в нижней части склона, когда массивный валун врезался в него. Удар был такой силы, что кабину самосвала смяло, а кузов частично раздавило. К счастью, никто из рабочих не пострадал, и человеческих жертв удалось избежать. Ущерб ограничился повреждением транспортного средства. После инцидента объект был закрыт на сутки для проведения расследования и принятия дополнительных защитных мер. Представители Управления гражданской обороны Саудовской Аравии призвали все компании, работающие в горнодобывающей отрасли, строго соблюдать меры безопасности и проводить регулярный мониторинг состояния склонов. Вулкан Фуэго, один из самых активных в Центральной Америке, резко усилил свою деятельность в ночь на 30 ноября. Активность вулкана усилилась вечером 29 ноября и достигла пика в ночь на 30-е. Вулкан произвел серию мощных взрывов, выбросив пепел и газы на высоту до 5 километров над кратером. Лавовые потоки спустились на расстояние 800–1200 метров по ущельям Санта-Тереза и Сениса. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило о пепловом облаке, дрейфующем на юго-запад, которое накрыло поселение Сантьяго-де-Компостела и Сан-Хуан-Альятенанго. Выпадение пепла зафиксировано в радиусе 20 километров, в том числе в Панимаче-1-2, Морели, Санта-Софии и Епокопе. В Антигуа и Эль-Пурванире жители сообщали о проблемах с дыханием и загрязнении воды. Извержение привело к нарушениям в работе транспортной инфраструктуры. Аэропорт Ла-Аурора в столице Гватемалы временно приостановил рейсы на 4 часа из-за облака пепла. Школы в департаментах Эсквинта и Алетананго закрыты по 1 декабря включительно. Около 500 жителей из зон риска были эвакуированы. Власти рекомендуют избегать южных склонов, все туристические экскурсии к вулкану отменены. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. В городе Чэньчжоу, провинции Хунань, произошел трагический инцидент. Владелец магазина фейерверков поджег свое заведение, а затем подорвал автомобиль, в котором находился. По предварительным данным, причиной отчаянного шага стало систематическое давление и вымогательство со стороны местных чиновников. Перед смертью он записал видеообращение, в котором обвинил представителей местных органов власти, включая секретаря районной администрации, в оказании давления. По его словам, чиновники неоднократно под разными предлогами требовали у него фейерверки и подарки, забирали товары без оплаты и вымогали деньги. По официальным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека, они получили легкие травмы и были доставлены в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Прокуратура провинции Хунань начала проверку по фактам, изложенным в предсмертном видео. Инцидент вызвал широкий резонанс в китайском обществе. Ситуация на Шри-Ланке остается критической из-за последствий тропического циклона Дитва. Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней достигло 212 человек. Еще более 200 человек числятся пропавшими без вести. В ликвидации последствий задействованы все силы, включая военно-воздушные силы страны, которые активно участвуют в спасательных операциях по всему острову. Только за последний день, благодаря им, удалось благополучно спасти 121 человека, оказавшихся в ловушке из-за наводнения в районе Мавил-Ару-Аникута. Спасательные операции продолжаются в круглосуточном режиме. К сожалению, не обходится без инцидентов с участием спасателей. Так, вертолет Бел-212 ВВС Шри-Ланки совершил аварийную посадку в реку Джин во время выполнения миссии по оказанию помощи пострадавшим от наводнения жителям в районе Винапува-Лунувила в северо-западной провинции. На борту находились 4 члена экипажа, они получили травмы. Циклон Дитва стал самым смертоносным природным бедствием на Шри-Ланке за последние годы.
приведя к масштабным разрушениям инфраструктуры, повреждению около 20 тысяч домов и эвакуации более 100 тысяч человек. Власти страны ввели чрезвычайное положение и запросили помощи у международного сообщества. В столице Демократической Республики Конго деревянный пешеходный мост рухнул прямо во время торжественной церемонии открытия. Инцидент произошел в одном из центральных районов Киншасы. Мост, предназначенный для пешеходов и велосипедистов, был возведен из простых бревен и досок. Однако его стоимость достигла абсурдной суммы в $2,2 миллиона США. Строительство велось компанией, возглавляемой Мартиной Мбае, сестрой жены президента Феликса Чисекеди. К счастью, жертв и серьезно пострадавших нет, однако событие вызвало волну гнева в обществе и призывы к тщательному расследованию. Это не первый подобный случай в стране. В 2022 году аналогичный мост рухнул под ногами чиновников также во время открытия. Танкер «Мерсин» терпит бедствие на рейде столицы Сенегала Дакара. Согласно информации, причина аварии техническая. В машинное отделение судна поступает вода. Сигнал бедствия был получен 30 ноября. Есть основания полагать, что судно получило пробоину. Экипаж полностью эвакуирован с танкера. Пострадавших нет. Танкер находится в 24 километрах от Дакара. Сенегальское управление по безопасности на море сформировало кризисный штаб и принимает меры, чтобы не допустить разлива нефти. Согласно данным на Йоханнесбургской фондовой бирже, «Мерсин», принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Shipping, шел под флагом Панамы. Танкер вышел из российского порта Тамань в Дакар. На борту танкера постройки 2009 года и водоизмещением 59 тысяч тонн находится нефть или нефтепродукты. Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных циклоном Дитва и охвативших индонезийский остров Суматра, резко возросло и достигло 442 человек. По последним официальным данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, еще 402 человека числятся пропавшими без вести. Катастрофа привела к серьезному гуманитарному кризису. На острове продолжаются эвакуационные работы, однако основные дороги и мосты остаются перекрытыми, а интернет и электричество восстановлены лишь частично. В наиболее пострадавших районах, включая центральный Тапанули и город Сиболга, куда помощь доставляется с трудом, жители столкнулись с нехваткой продовольствия и воды. По сообщениям, некоторые отчаявшиеся люди начали грабить магазины в поисках еды и предметов первой необходимости. Представитель полиции объяснил, что мародерство происходило из-за страха голода до прибытия гуманитарной помощи. Местные власти и гражданское общество в Ачехе обратились к президенту Индонезии с требованием немедленно объявить ситуацию на Суматре зоной национального бедствия. Это позволит обеспечить более быстрые и скоординированные действия спасательных служб и ускорить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры, включая дома, дороги и мосты. Власти Индонезии уже направили 2 военных корабля из Джакарты для доставки критически важной помощи по морю в изолированные районы. Губернатор Северной Суматры объявил чрезвычайное положение в провинции до 10 декабря. Активность одного из самых опасных вулканов Индонезии Мерапи продолжается. Вчера днем было зафиксировано очередное извержение с максимальной амплитудой 15 мм. Его продолжительность составила 133 секунды. Одновременно произошел новый выброс лавы и сход раскаленного лавового потока. Поток устремился в юго-западном направлении в сторону верховьев реки Красак и преодолел расстояние 1000 метров. Вулкан Мерапи находится под пристальным наблюдением вулканологов. Уровень опасности для вулкана сохраняется на 3-м уровне. Жителям и туристам рекомендовано избегать опасных зон и русел рек из-за риска схода лавовых потоков и лахаров во время осадков.
Центральная долина Калифорнии уже 8 дней находится под властью аномально густого и непрерывного тумана, известного как Туле. Это явление, достигшее своего наибольшего размаха 29 ноября, привело к серьезным транспортным проблемам и снижению видимости на огромной территории штата. Море тумана превратило огромный регион в полосу препятствий для водителей. Облако тумана, простирающееся на высоту 600 метров, тянется непрерывной пеленой от озера Шаста на севере до самого Грейпвайна на юге, покрывая расстояние около 725 километров. Сейчас туман распространился еще дальше, накрыв даже территорию залива Сан-Франциско, что является редким событием для региона. Нулевая или крайне низкая видимость привела к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям на ключевых автомагистралях. В аэропортах региона, таких как Фресно, были отменены или задержаны десятки рейсов. Туле – это тип радиационного тумана, который образуется в Центральной долине в зимние месяцы, когда влажный воздух охлаждается над полями после захода солнца. Он обычно держится на протяжении нескольких дней, но его продолжительность в этом цикле оказалась аномальной. Вулкан Масайя, расположенный недалеко от столицы Никарагуа Манагуа, возобновил активность, выбросив столб газа и пепла. Это произошло после периода относительного затишья и совпало с недавним возобновлением работы национального парка. Вулкан выбросил газ и пепел. Начавшаяся активность сопровождается повышенной сейсмичностью. В районе вулкана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 на глубине 1 километр. Национальный парк «Вулкан Масайя» был вновь открыт для посетителей в 2025 году после закрытия в марте 2024 года из-за оползня, который засыпал лавовое озеро и увеличил вероятность внезапных взрывов. Сейчас парк работает в обычном режиме, но посетителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Специалисты Института территориальных исследований Никарагуа ведут постоянный мониторинг активности вулкана. Несмотря на последний выброс, его уровень опасности пока остается без изменений. Продолжает свою активность и самый высокий вулкан на острове Ява – Семеру. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков, 30 ноября был зафиксирован новый выброс пепла. Столб пепла поднялся на высоту примерно 800 метров над вершиной кратера. В настоящее время вулкан находится на максимальном уровне опасности. Сохраняется высокий риск пирокластических потоков и исхода лавин. Власти Индонезии установили зону безопасности в радиусе 8 километров от вершины и призывают местных жителей и туристов строго соблюдать этот периметр, а также избегать русел рек, где могут образовываться опасные селевые потоки или лахары из-за смешивания пепла с дождевой водой. Ну, мне тоже страшно. Ты ж меня за руку сейчас как кусанешь, гавкаешь. Жить будешь. Сейчас до берега дотянем. Сотни косуль гибнут на озерах Карасукского района Новосибирской области. За 2 суток жители вытащили с озера Хорошее около 300 животных, многие из них погибли. Накануне 2 местных жителей, заметив погибающих диких животных, не смогли пройти мимо. Поняв, что косули обречены без посторонней помощи и не могут выбраться, мужчины немедленно отправились к ним, вооружившись простыми пластиковыми санками для катания с горок. Начали связывать напуганных животных и аккуратно перевозить их на берег. Благодаря решительным действиям мужчин большинство косуль удалось вывести с опасного участка, что, по словам местных жителей, спасло им жизнь. К сожалению, освободить из ледяного плена удается не всех. Лед очень скользкий, животные напуганы, многие умирают от переохлаждения и истощения. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.